Всем привет! Привет. По названию видео, наверное, понятно, о чем будет разговор. Те, кто адекватные, понимают, что происходит. Неадекватные до сих пор не понимают. Ну, и им и не понять. Но есть адекватные, которые не заезжают на те территории, не видят, что там происходит. Донбасс, тот, который спасает Орда. Что Орда творит именно сейчас, что происходит. Ну, и какая цель? Цель уже понятна. Давно уже понятна цель, но чем дальше, тем происходят более страшные вещи. Тупо разваливают Донбасс, тот, что они пришли освобождать. Тупо рушат города. Там, где могут, они везде достают артиллерией. И независимо, что это за объект. Ну, тупо бомбят, разваливают мирных жителей, уничтожают. Людей. Городов нету, смотрите, Бахмут, все, можно сказать. Сейчас оставили его, взялись за Авдеевку, и смысла в этом нету никакого. Человеческого смысла нету. Уничтожить, даже звери так не поступают. Просто стереть с лица земли. Скажете, вот некоторые там пишут, ну, которые с головой не дружат. Посмотри, Мариуполь отстроили. Ну, ты даун вообще, ну вот у меня просто слов нету. Для показухи построили, и то хотя бы повыше этажи сделали. Я смотрю, там 3 или 4 этажа, домики как картонные. И там, ну, видно, ночью там люди не живут. Там нету людей. Покажіть кількість розрушеного, а потім те, що построїли. Заходишь в интернет, спутники, заходишь в интернет, есть видео, люди запускают квадрокоптеры над Мариуполем, и посмотри, город разрушен, а вот такая часть, какой-то микрорайон построили для показухи. Второй вопрос, почему все эти 8 лет те территории, Донецк, Луганск, вот большие города, Донецк, села все, почему вот этот кусочек, который вы оккупировали, почему вы показательно его за 8 лет не отстроили, не превратили в Дубай? Почему? Ну да, щоб люди захотіли самі туди. Почему есть в России глубинка, где люди живут как 100 лет назад, без всяких условий для жизни? И не обязательно глубинка, а даже в городах, в больших городах есть районы, в которых до сих пор деревянные дома. Это ж ни для кого не новость. Я про газ не буду рассказывать, не буду повторяться там за кем-то, что там нет газофицированных деревень и все остальное. Это многие знают. Почему там туда не вливаются деньги? Почему разрушается Украина? И якобы лапша вешается, что мы все разрушим и потом мы построим. Так И... себе побудуйте спочатку. Так, если у вас не построено, как вы построите в другой стране? Але людей там таке враження, що налаштували так, що це все нормально, так жити, в гімні жити, все. Тому що навіть те, що не дає держава там, я просто не розумію тих людей, які живуть у тому гімні. Ну, хоча б самі зробіть щось для свого благоустрою. Але людям бахнути, мабуть, там і жити в гімні, це нормально. Так і живуть. Їх влаштовує це, а нас це не влаштовує. Почему нет? Почему они, вот эти поддерживатели вот этого всего, что происходит, не задают вопрос? Почему там, где сейчас есть возможность, и была возможность 30 или 20 лет, сколько там у власти, вот эти освободители, почему они там не навели порядок, а зашли в другую страну, разрушают ее, стирают города, разрушают те дома, которые строил Советский Союз, говорят, что мы хотим вернуть Советский Союз, разрушают советской постройки дома, города, заводы, все рушат. В конечном итоге кусочек для показухи отстроили. Так у вас, вы в свою страну деньги не вкладываете. Почему вы им не зададите вопрос? Почему рядом со мной? Почему я живу плохо? А почему вы полезли в другую страну вместо того, чтобы навести порядок в своей? Почему вы полезли, разрушаете и обещаете что-то там отстроить? Вот я вот этого не понимаю. И что я хотел обратиться вот к жителям там Донецка, Луганска, если смотрите.
Вы же смотрите по ситуации. Ну, такие соображающие уже повыезжали. Кто в Россию выехал, кто в Украину, кто вообще в Европу через Россию. Повыезжали ж многие. Будет, когда эта орда отступать, так же само они будут валить Донецк и Луганск. С территории России они будут валить артой и будут разваливать все эти города, все населенные пункты, все села. Потому что это не только огромные населенные пункты они валят. Вы же видите, ездим, мы показываем вам. Села стерты с лица земли. Тракторные бригады, фермерские хозяйства. Все уничтожено. Поля все в минах, поля все в снарядах. Невозможно сейчас ничего сеять, невозможно людям работать и жить нормально. То же самое будет и с Донбассом, когда будет отступление. То же самое будет и с Крымом. Будут они валить со стороны, с другого берега. Сколько будет артиллерия доставать, столько они будут по площадям и валить, и стирать. И не будет там разбирать, кто звал русский мир, кто поддерживал, кто не поддерживал. Будет все стираться. Пример вам Херсон и область Херсонская. Они приняли... Понасирали там, блин, мінами своїми. Не, они же приняли по закону и конституции, они приняли их в Российскую Та Федерацию. ну, це бред. Сейчас они перешли на другую сторону и валят Береслав. Уже бомбы вот эти управляемые на Береслав бросают. Мы там общаемся, мы туда ездим, мы с людьми общаемся. Прилетает по администрациям, по каким-то, по районным, там где девчата сидят, по социальным каким-то пунктам, объектам, по гуманитарным центрам прилетает. Бачать в цьому небезпеку дуже чомусь. По жилым кварталам прилетает, бомба целая упала, вот пятиэтажка стояла, как она устояла, не знаю, у наших родственников там квартира, прямо во двор прилетела, разорвала все. Херсон разваливают. І я хочу сказати, що не думають взагалі це не люди, тому що ну, з маленькими дітьми молодь в основному повиїжджали, тому що ну, безпеку для дітей. Залишилось в основному ну, люди похилого віку, вони ну, багато хто просто вже не хотіли виїжджати, все. Ви по ним гатите, ви в них бачите небезпеку, ну блін, це вже якісь нелюди. Ну, это тактика такая, никто там ничего не разбирать не будет, кто там старики, дети или военнослужащие, или просто стирают города. Будут отходить, будут валить. Также и по Донецку, и по Луганску, и также будет с Крымом. Но это чудо, если случится какое-то чудо, что вот просто отошли, забрались в свою Россию и не обстреливают. Я думаю, такого не будет. Приграничные села, приграничные, вот Харьков тоже, смотрите. Харьков русский город, Харьков ля-ля-ля-ля наш, отошли, Салтовку развалили полностью. И сейчас опять валят и валят по Харькову, по области. Тактика одна, просто все разрушить. У самих жопа, такую же самую жопу создать. У нас и так страна не очень хорошо. Почему люди стремились, почему люди меняли эту всю власть, почему выгнали Януковича, почему Порошенко, Тимошенко. Потому что это все старье, которое досталось после Советского Союза. Их родители, их вот эти все, это вся одна мафия, которая приватизировала за 1 гривну заводы, позабирала все в свою собственность, разокрали полностью страну. Народ хотел, чтобы страна нормально развивалась. При такой политике, когда один имеет всю страну и все это его вокруг, то страна развиваться не будет. И ваше правительство в этом же тоже замешано, и они увидели, что люди кардинально начали менять, кардинально выгнали, да, вы говорите, выбрали клоуна, людям просто уже надоели вот эти старые пердуны, которые все под себя подмяли. Люди захотели, может и выбора не было, но выбрали молодого человека не из той политики, не завязанного с этой всей херней. Може не ідеально, може хотілося б щось краще, звісно, може щось не виходить, але дійсно вибору на той момент кращого не було. Ну і... И вот кардинально, да, что получилось. Кстати, по Донбассу, чтобы вы понимали, кто там Донбасс, бомбили, там то все. Мариуполь сделали цветущий город показательно. Порошенко туда вваливал бабки специально, чтобы
ДНР, ЛНР видели, что Украина живет, развивается, строятся города, дороги, парки, условия для жизни. Сейчас в Мариуполе полная жопа. Такое впечатление, что специально это сделано. Дороги Порошенко, те все года, на дороги на Донбассе специально внимание акцентировал, чтобы строились дороги именно на Донбассе. У нас в центре не было дорог, у нас яма на яме была, ну просто там все отстраивалось, там все, Донбасс вливались бабки в оставшиеся территории. Ну и вот. Але теж не всюди. Ось ми їздимо, то там так само Ну, з дорогами жопа така, що хай Бог милує. Не знаю, куди там сильно По вливалось. крайней мере, ну может там половина и воровалась. Частково но... може, але в основному, де ми їздимо, то там щось жопа. Ну у нас вообще ничего не делалось. Так і там. А там как-то оно, Мариуполь отстроился. От вот кусочок, яким нам... кто не жители видно. Мариуполя, вот ты ж общалась. Ну там, да, ну це зовсім трошки. І тротуари, все делалось. Зараз зовсім нічого немає. Зовсім нічого немає. Все стерто с лица земли. И также продолжаются вот эти все остальные города, куда достает артиллерия, где можно насрать. Цели никакой нету. Цель просто продолжать вот это все, потому что уже так забрыхались, так запутались, что они не видят вот конца. Вот нормального конца для них нету. Пока есть чем бросаться, пока будут бросаться. Будут отступать, также будут срать. Будут минировать и потом будут еще артой бить. Поэтому кто там живет, я думаю, что нужно принимать уже давно решение просто валить оттуда. Валить, потому что вам однозначно на Донбассе, на той стороне, однозначно жопа. Ну, то есть адекватного выхода нету. Вот нету. Можете сказать спасибо тем, кого вы там звали. Не делалось у вас ничего все это время, а надеялись вы. А сейчас просто нужно валить оттуда. На сегодня все. Вот такая ситуация, такое вот видео, можно сказать, информационное. Кто не знает, кто там смотрит оттуда, у кого до сих пор еще, кто еще смотрит телевизор и верит там за Киев, про Киев за 3 дня, то, ну, сочувствую я вам, если вам за год не пришло понимание того, что происходит, то у вас только могила Ну, исправит. якщо йде війна, то, мабуть, не прийшло. Якби прийшло понімання, то, мабуть, би там би не йшли би на цю війну. І так би не стріляли. Ну, очень по большой людям. процент зомбирования за 20 лет. Ну, зомбіровані, Когда говорили, да. что... Перші дні війни ми питалися достукатися до людей, Та ні, дійсно, ну, якщо час до і сих пор не казати, і дошло. все. Але зараз уже навіть нема там про що говорити з ким, там повна кукушка в голові. Все, оставляйте свои комментарии, всех адекватных. Благодарим за поддержку. Присоединяйтесь, видите, чем мы занимаемся. На канале все есть видео. Помогайте нам остановить вот это. Помогайте нашим защитникам. Потому что только на них надежда. Чтобы то, что сейчас там происходит, не пришло к вам сюда. Кто не видит, то нужно съездить, если по возможности посмотреть. Тогда приходит понимание того, что нужно помогать, потому что если мы не будем помогать, то вот это говно будет у нас здесь. Чтобы не было его здесь, нужно помогать. Присоединяйтесь. Все ссылки для связи, Військових. все ссылки для связи с нами, соцсети, все это есть в описании к видео. Разом до перемоги.